Есть одна правда, которую почти никто не хочет слышать. В большинстве случаев вашу жизнь ограничивают не обстоятельства, не люди и даже не страх. Ее ограничиваете вы сами. Не потому что вы слабые, а потому что когда-то это было единственным способом выжить. Вы хотя бы раз ловили себя на мысли, что знаете, куда идти, что хотите, но почему-то снова и снова выбираете старое. Если так, этот разговор будет для вас. Откуда берутся внутренние ограничения? Почему они кажутся логичными? Это не выглядит как тюрьма. Если бы они выглядели как запрет или насилие, их было бы легко заметить. Но они выглядят как разумность, как осторожность, как зрелость, как здравый смысл. Именно поэтому они так сильны. Человек редко говорит себе: «Я запрещаю себе жить». Он говорит: «Сейчас не время. Нужно быть реалистом. Надо сначала решить другие вопросы. Или так будет безопаснее». И внутри все звучит логично. Вот в чем главная ловушка. Внутренние ограничения почти всегда маскируются под заботу о себе. Они говорят правильными словами, они опираются на опыт, они приводят аргументы. И поэтому человек даже не подозревает, что живет в пределах, которые сам же для себя и построил. Важно понять, внутренние ограничения не появляются просто так. Они формируются в моменты, когда человеку было больно, когда он столкнулся с отказом, с унижением, с потерей, с ощущением беспомощности. И тогда психика делает вывод. Неосознанно, а автоматически. Так больше не делать. Сюда не идти. Так не чувствовать, так не проявляться. Да, и это спасает. И в этот момент ограничения – это защита. Проблемы начинаются позже, когда ситуация меняется. А защита остается. Человек вырастает, становится сильнее, получает больше ресурсов, но внутренний запрет продолжает работать. Как будто ничего не изменилось. Он не обновляется, он не пересматривается. Он просто говорит: нельзя. И человек подчиняется, даже не задавая вопрос «почему?». Очень часто эти ограничения оформляются в виде убеждений. Я не такой, у меня не получается, у меня не получится, это не для меня, я не умею, или же мне уже поздно. Обратите внимание, почти все эти фразы звучат как факты, не как страхи, не как сомнения, как реальность. И человек строит жизнь внутри этих фраз. Он не пробует, потому что знает результат. Он не идет, потому что понимает риски, не выбирает, потому что так сложилось. И самое печальное, он чувствует, что что-то не так, но не может понять, где именно. Потому что ограничения стали частью его личности. Он больше не ощущается, и они не ощущаются как что-то внешнее. Они ощущаются вот как я. Вот здесь опять возникает важный вопрос, который редко очень задают честно. Где заканчивается мое «я» и где начинаются мои запреты? Потому что если ограничения слишком долго живут внутри вас, вы начинаете отождествлять себя с ними. Вы не говорите «я боюсь», вы говорите «я такой». Вы не говорите «мне страшно пробовать», а вы говорите «мне это нужно». И именно в этот момент вы перестаете видеть выбор, потому что выбор предполагает возможность, а внутренний запрет говорит: возможности нет. Если вы сейчас чувствуете, что некоторые фразы звучат слишком знакомо, напишите об этом. Иногда осознание вот этого всего начинается с простого узнавания себя. Еще одна важная особенность внутренних ограничений: они редко запрещают все сразу. Они действуют как бы точечно. Вы можете быть смелым в одной сфере и полностью зажатым в другой. Вы можете быть уверенным на работе и абсолютно потерянным в отношениях. Вы можете быть сильным для других и беспомощным в отношении самого себя. Ведь человек не видит противоречия. Он думает: просто я такой. Но на самом деле это разные наборы запретов, сформированные в абсолютно разное время. И пока они не осознаны вами, они управляют вами. Очень тихо, но очень последовательно. Вот здесь самый важный момент этой части нашего разговора. Внутренние ограничения не исчезают от мотивации. Их невозможно убрать силой воли.
потому что они когда-то спасали. И психика не отдает защиту, пока не убедится, что она больше вам не нужна. А убедиться в этом можно только одним способом – увидеть ее. Не бороться, не ломать, не обвинять себя, а увидеть. Вот здесь я себя ограничиваю. Давайте дальше поговорим именно об этом. О том, как вы начинаете замечать свои внутренние запреты. Почему они так устойчивы и что происходит, когда вы перестаете принимать их за истину. Есть одна причина, по которой внутренние ограничения так трудно заметить. Они не ощущаются как что-то навязанное откуда-то. Они ощущаются как ваш характер. Вы не говорите себе: «Во мне есть запрет». Вы просто говорите: «Я такой, спокойный, осторожный, реактивный, неамбициозный». Вы объясняете себе через ваши черты личности, не подозревая, что многие из них – это не качества, а следы прошлых решений. Когда-то человек решил, что не чувствовать слишком глубоко. Когда-то решил не рисковать, решил не проявляться. И эти решения со временем стали им собой. Стало «я». Так формируется срастание с внутренними запретами, потому что психике нужно ощущение целостности. Если запрет живет внутри годами, его невозможно держать как что-то отдельное. Он становится частью образа себя. И тогда любое движение в сторону свободы ощущается как угроза идентичности. Человек боится не действия, он боится перестать быть собой в привычном смысле. Это очень тонкий момент. Например, человек, который долго был удобным, боится быть честным. Не потому что честность опасна, а потому что тогда он больше неудобный. Человек, который всегда был надежным, боится сказать «мне тяжело», потому что тогда он перестает быть тем, на кого можно опереться. Интересные признаки, действительно так, да. Или же человек, который привык быть сильным, он просто боится показать уязвимость, потому что тогда разрушается его образ, который держал его годами. И вот здесь внутренний запрет становится не просто ограничением, а условием существования. Человек живет так, чтобы не разрушить свой собственный образ, построенный его внутренними запретами. Даже если этот образ его давно душит. И именно поэтому внутренние запреты так устойчивы. Они защищают не только от боли, но и от потери идентичности. От ощущения «а кто тогда я, если я перестану так жить?» Это пугает больше всего. Потому что за этим вопросом нет готового ответа. А психика не любит пустоты. Потому что она держится за знакомое. Даже если это знакомое уже давно не живое. Еще одна важная особенность внутренних ограничений. Они часто передаются дальше. Через семью, через воспитание, через культуру. Человек не просто придумывает запрет, он его усиливает. Не высовывайся, не мечтай, не будь слишком таким-то. Не надо рисковать. Сначала долг, потом ты. Эти фразы часто звучат как забота. Но внутри они формируют границы, за которые человек даже не пытается выйти. И со временем он перестает чувствовать, что это и есть ограничения. Они становятся нормой. И тогда человек искренне удивляется, когда видит других, которые живут свободнее. Он думает, им просто повезло, они другие. Это не для меня. Он не видит, что между ним и свободой стоит не обстоятельства, а внутренний запрет. Если вы узнаете какие-то из этих фраз в своем внутреннем диалоге, напишите об этом в комментариях. Вы не один такой. Таких миллионы. Иногда простое узнавание самого себя начинает процесс вашего изменения. Есть еще одна ловушка. Внутренние ограничения часто поддерживаются через чувство вины. Человек боится перестать соответствовать, потому что тогда он кого-то подводит. Подводит родителей, партнера, ожидания. Подводит образ хорошего человека. И тогда запрет становится моральным. Не просто «мне нельзя», а «так неправильно». И это усиливает его в разы, потому что человек готов терпеть многое, но не готов быть плохим в своих глазах и в глазах других. Он выбирает внутреннюю тюрьму, потому что она кажется правильной. Вот здесь опять важный момент.
Человек редко живет под внешним давлением, он живет под внутренним своим надзором. Он сам себя контролирует, сам себя ограничивает, сам себе объясняет, почему нельзя. И это ощущается как свобода. Потому что нет внешнего тюремщика, но тюрьма все равно есть, просто она внутри его. Ключевой вопрос, который стоит задать себе честно: что я не позволяю себе? Не потому что не могу, а потому что так нельзя. Не потому что опасно, а потому что невозможно. Где или где-то внутри у вас стоит запрет. Какой запрет? Этот вопрос не требует немедленного ответа. Достаточно, чтобы он остался, этот вопрос, потому что дальше вы его проанализируете и поймете. Потому что именно такие вопросы начинают расшатывать самые прочные внутренние стенки. Что происходит, когда человек начинает замечать свои ограничения? Почему сначала становится не легче, а сложнее? Почему это нормальный этап, а не ошибка? Внутренние ограничения. Есть момент, который почти всегда застает человека врасплох. Он начинает что-то замечать, ему становится не легче, а тяжелее. Он думал, что осознание этого всего принесет ему облегчение, ясность, свободу. А вместо этого приходит какое-то внутреннее напряжение, раздражение, сомнение, внутренний конфликт. И в этот момент многие делают вывод: наверное, я копаю не туда. Но на самом деле это признак, что вы подошли к живому месту. Когда внутренний запрет долгое время был невидимым, он работал автоматически. Он не вызывал вопросов, он просто управлял. Но как только вы его замечаете, он теряет главную силу – незаметность. И тогда возникает сопротивление. Не потому, что вы делаете что-то неправильно, а потому, что система защиты чувствует угрозу. Психика не любит, когда под сомнение ставят ее старые решения. Даже если эти решения давно устарели. Потому что тогда они спасали. А теперь психика говорит: зачем ты это трогаешь? Мы же тогда с тобой выжили. И человек, конечно, ощущает внутренний конфликт. С одной стороны, он начинает видеть, где себя ограничивает, а с другой ему становится тревожно. Появляется ощущение, что если он продолжит, что-то обязательно разрушит. Это очень важный момент. Почти каждый человек, который начинает возвращать себе свою свободу, проходит через эту точку. Точку сомнения. А вдруг я ошибусь? А вдруг я все испорчу, разрушу? Я все это с таким трудом строил. Что обо мне подумают? И если в этот момент не понимать, что происходит, можно легко вернуться назад. Не потому что так правильно, а потому что так привычно. Важно знать одну вещь. Когда вы начинаете видеть свои ограничения, вы временно теряете опору. Старая опора – это запреты, правила, так надо. Оно перестает работать так, как раньше. А новое еще не сформировалось. И человек оказывается между старым и новым, между привычным и живым. Это состояние очень уязвимое. И именно здесь многие пугаются. Они думают, что если сейчас так нестабильно, значит дальше будет только хуже. Но это не так. Это похоже на момент, когда вы выходите из темной комнаты в яркий свет. Сначала больно, режет глаза. Хочется сначала вернуться обратно в темноту. Но это не значит, что свет опасный. Это значит, что глаза привыкли просто к темноте. То же самое происходит с внутренними ограничениями. Когда вы их замечаете, они начинают шуметь. Вы слышите внутренние голоса: куда ты лезешь? Зачем тебе это? Ты не справишься. Раньше эти голоса были повседневным фоном, автоматом. Но теперь они становятся заметными, и это нормально. Потому что запрет, который осознали, пытается вернуть контроль. Он больше не может управлять автоматически, и поэтому усиливается. Очень важно не путать этот этап с ошибкой. Это не значит, что вы делаете что-то не так. Это значит, что вы перестали спать. Вы начали видеть. Вот здесь нужно сделать одну, наверное, очень важную вещь. Вещь, что не действовать резко, не ломать все, не доказывать, не бунтовать, а наблюдать, замечать, в каких моментах возникает сопротивление, где именно вам становится страшно. Не почему вообще, а где конкретно. Потому что каждый внутренний запрет привязан к определенной зоне жизни. Это как отношения, деньги, самовыражение, выбор, свобода.
Если вы начинаете видеть эти зоны, вы уже делаете больше, чем большинство людей за всю жизнь. Если вы чувствуете, что в последнее время вам стало тревожнее, но одновременно как будто яснее, это может быть именно этот этап. Напишите об этом в комментариях. Люди часто думают, что с ними что-то не так, хотя на самом деле они просто начали просыпаться. Почему на этом этапе человек часто сдается? Какие ловушки вас ждут? И что помогает не откатиться назад, а пройти этот участок спокойно и осознанно? Интересно, есть еще одна вещь, о которой почти никто не говорит честно. Многие люди не срываются внезапно. Они тихо возвращаются назад. Без драмы, без громких решений, без слов «я сдаюсь». Просто однажды они перестают идти дальше и убеждают себя, что так и должно быть. На этом этапе редко говорят «я испугался». Чаще говорят «сейчас не время, мне нужно заняться другими делами. Я и так все понял. Жить надо реально». Да, звучит это все разумно, даже взросло, но внутри происходит совсем другое. Когда человек начинает видеть свои внутренние ограничения, он подходит к границе идентичности, границе между кем я привык быть и кем я могу стать. И вот тут включается самый тонкий механизм защиты. Не страх боли или страх потери, а страх неизвестности. Потому что старое «я», пусть и тесное, но оно знакомое. А новое всегда оно непонятное. И психика говорит, зачем менять то, что хоть как-то работает, на то, что абсолютно неизвестно. Важно понять, на этом этапе человек не боится разрушения. Он боится отсутствия сценария. Пока вы жили по внутренним запретам, у вас был план. Даже если он был плохой, даже если он вас ограничивал, но он был. Когда запреты начинают ослабевать, план этот исчезает и возникает пустота. Не свобода сразу, а пустота. И именно ее люди путают с ошибкой. Они думают, раньше было хоть как-то понятно, а теперь вообще ничего не ясно. И делают вывод, наверное, я свернул не туда. Хотя на самом деле они просто вышли из автоматического режима. И есть еще одна ловушка, очень коварная. Человек начинает обесценивать этот процесс. Он говорит себе, я слишком много думаю. Это не дает конкретных результатов. Лучше заняться чем-то полезным и возвращается в привычную активность. Работа, рутина, цели, задачи. Да, выглядит как прогресс, но внутри происходит опять откат. Не потому, что он плохой, а потому, что он испугался неопределенности. Еще одна причина, почему люди сдаются, это одиночество. Когда вы начинаете видеть глубже, вам становится сложно разговаривать на старом уровне. Вы замечаете, как много автоматизма вокруг, как люди повторяют одни и те же реакции. И вы чувствуете, что вас как будто не понимают. Тогда возникает мысль, зачем мне это? Если из-за этого я отдаляюсь от других. Да, это очень болезненный момент. И здесь важно сказать честно, на этапе осознания вы действительно можете временно чувствовать одиночество. Не потому, что вы стали хуже, а потому, что вы перестали быть полностью предсказуемыми. И это пугает не только вас, но и окружающих. Поэтому иногда они начинают тянуть назад, неосознанно, через шутки, через обесценивание, через советы ты будь проще, тебе надо быть проще. Если вы не понимаете, что происходит, очень легко поверить, что с вами что-то не так. Но на самом деле вы просто вышли за пределы общего сценария. И вот здесь ключевой момент. Если человек сдается, он не возвращается в прежнее состояние. Он возвращается в усиленный автоматизм. Потому что теперь он уже видел. И чтобы не чувствовать внутренний конфликт, ему приходится еще сильнее закрывать глаза. Отсюда появляется цинизм, раздражение, жесткость, обесценивание всего глубокого. Это не потому, что человек плохой, это потому, что он пытался выйти, но испугался. Очень важно знать, если вы сейчас чувствуете, что вас тянет назад, что хочется прекратить думать, что появляется раздражение на подобные темы, это не регресс, это точка выбора. Вы можете вернуться в старый сценарий и сделать вид, что ничего не было, а можете остаться в неопределенности еще немного. Не требуя от себя ответов, не требуя ясности, просто оставаясь честным наблюдателем. Если вы узнали себя в этом описании, если вы были в точке, где хотелось все бросить и жить как раньше, напишите об этом. Это
гораздо более распространенный этап, чем кажется. Давайте поговорим мне кажется, очень важном, что помогает пройти эту точку без надлома. Как не застрять между старым и новым. И как постоянно или же постепенно начинает формироваться внутренняя опора, которая не основана на страхе и запретах. Когда человек не сдался, когда он не убежал обратно в привычный сценарий, когда он позволил себе быть в неопределенности, происходит то, что невозможно ускорить. Начинает формироваться внутренняя опора. Но здесь важно сразу разрушить одно ожидание. Внутренняя опора – это неуверенность, неспокойствие, непостоянный комфорт. И уж не точно я все понял. Наоборот, внутренняя опора рождается в момент, когда вы перестаете цепляться за понимание. Большинство людей пытаются найти опору во внешнем. В деньгах, в статусе, в ролях, в отношениях, в гарантиях. Проблема в том, что все внешнее может исчезнуть. И тогда человек падает вместе с этим. Внутренняя опора не опирается ни на что внешнее. Она строится на одном простом ощущении. Я могу выдержать то, что сейчас происходит. Не мне нравится, не я уверен, а именно я выдержу. Это очень тихое состояние. Его легко пропустить. Оно не дает эйфории, не дает ощущения силы, но оно дает удивительную устойчивость. Вы начинаете замечать, что эмоции приходят и уходят, а вы остаетесь. Страх поднимается и проходит. Сомнения появляются, и они растворяются. Мысли спорят между собой, а вы наблюдаете. И в какой-то момент вы ловите себя на неожиданной вещи. Вам больше не нужно немедленно убегать от неприятных состояний. Если раньше было так, страх – действие, если боль, то защита, если у вас пустота, то ее немедленное заполнение. Теперь появляется пауза. Не потому что вы тренировали ее, а потому что она естественно возникла. Эта пауза – признак формирования опоры. Вы перестаете реагировать мгновенно. Вы начинаете чувствовать выбор. Важно понять, внутренняя опора не делает жизнь проще. Она делает ее более честной и чистой. Вы начинаете ясно видеть, где вы действуете из страха, а где из понимания. Где вы соглашаетесь, чтобы вас не отвергли, а где вы говорите «нет». Потому что это правда. И тут есть один парадокс. Когда внутренняя опора начинает формироваться, внешняя жизнь может временно пошатнуться. Потому что меняются отношения, приоритеты, меняется темп. Иногда кажется, что вы теряете что-то, но на самом деле вы перестаете удерживать то, что держалось только на страхе и автоматизме. И это может быть больно, потому что уходят не только вещи, но и образы себя. Образ удобного, сильного, успешного или же нужного. И это один из самых недооцененных моментов пути. Пока вы держались за эти образы, они давали вам временное ощущение безопасности. Когда они начинают рушиться, возникает ощущение, как будто я стал меньше. Но это иллюзия. Вы не стали меньше, вы стали ближе к себе. Внутренняя опора не кричит, она требует внимания, она просто есть. И именно поэтому люди часто не доверяют ей сначала, потому что она не обещает быстрых результатов. Она не говорит «все будет хорошо», она говорит иначе: что бы ни было, ты сможешь это прожить. И вот здесь меняется качество жизни. Вы перестаете жить в постоянном напряжении, ожидания катастрофы. Даже если что-то идет не так, внутри нет паники, есть ясность. Если вы сейчас чувствуете, что начали меньше цепляться за одобрение, меньше бояться чужих реакций, меньше доказывать, это не потеря мотивации, это признак того, что опора смещается внутрь. Если вы замечали этот сдвиг, если ловили моменты, когда страх есть, но он больше не управляет вами, напишите об этом в комментариях. Потому что это важные маркеры пути, которые многие просто не осознают. И теперь самый тонкий момент. Когда внутренняя опора начинает формироваться, человек впервые остается без внутреннего диктатора, без постоянного «надо», «должен», «пора», «стыдно». Возникает вопрос, который пугает сильнее всего. Если я больше никому и ничего не должен, как тогда жить? И почему мы выбираем одних и тех же людей? Об этом мы поговорим в следующем видео.